привет из Буэнос-Айреса, из Аргентины. Мы снова сюда вернулись. До этого прожили 2 месяца в Сантьяго-де-Чили. И в комментариях у меня спрашивали, где понравилось больше, в Аргентине либо в Чили. Ну, так как в одном комментарии рассказать все сложно, то я решила записать отдельное видео на эту тему. Наш приезд, мы покупали сим-карту на улице в киоске предоплаченную, и она сразу работала. В этот раз почему-то запросили документы, и мы вот сейчас ходили в офис Клара. Нам активировали там сим-карту, но, к сожалению, пополнить баланс там нельзя, нужно идти в киоск, либо в аптеку. Приехали сегодня в экопарк, но здесь так много людей, прям никогда не видели столько. Павлин бедный спрятался там на дерево. Хотелось бы ввести в контекст, что мы здесь делаем. Мы не переехали сюда насовсем в Южную Америку, мы не ищем здесь работу. У нас вообще план был изначально такой, что мы хотели посетить все страны Южной Америки, путешествовать здесь, но мы поняли, что работая удаленно и постоянно переезжать, это сложно. Мы выдохлись немножко, поэтому решили остаться на длительный срок здесь, в Аргентине. Ну и, как вы поняли, Аргентина нам понравилась больше, чем Чили. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это экономика. В Чили одна из самых сильных экономик Южной Америки. Там минимальная зарплата около $500. В Аргентине, конечно, все намного хуже с экономикой, но отсюда и разница в ценах. В Чили значительно дороже, там и продукты, и транспорт, и жилье, все стоит дороже, что в нашем случае, конечно, не очень было приятно. Из-за того, что в Чили хорошая экономика, туда приезжают мигранты из более бедных стран, поэтому там много мигрантов, и в некоторых местах, в некоторых районах вообще не чувствуешь себя безопасно. Например, вот такой обед на двоих. У меня паста, у Азиза еще какое-то блюдо. Еще дают хлебушки, сыр тертый, какой-то салат. В общем, такой обед на двоих нам сегодня обошелся примерно в $11. Еще в аргентинских кафе часто можно встретить пенсионеров. Они здесь либо с утра до вечера, либо можно их встретить утром, в обед, вечером, неважно. Видимо, мне так кажется, что, наверное, у них хорошая пенсия, раз они могут себе такое позволить. Это очень хорошо. Вот за мной сейчас сидит компания такая пожилых людей, у них там вино они пьют, общаются, все хорошо у них. Да, счет у нас получился $11, там даже чуть-чуть меньше, что очень-очень приятные цены. И мне кажется, на мой вкус, кухня здесь лучше, вкуснее готовят, чем в Чили. Например, в Сантьяго нам бы такой обед на двоих обошелся бы, наверное, в 20, даже, может быть, в $30, там, в зависимости от заведения. Вот так. Вот нашла в магазине местном шампунь, который подходит для моей кожи головы. Натура Сиберика. Он здесь стоил 2200 песо, получается около $8. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, что Сантьяго все-таки не туристический город. Туда, если приезжают туристы, то, как правило, там на немножко дней, несколько дней там провести, и потом дальше едут смотреть природу. В основном так. То есть там есть, конечно, и музеи, и театры, что вполне достаточно, если ты там живешь, работаешь. Но вот для туристов все-таки, мне кажется, скучновато. А Буэнос-Айрес — это, конечно, совсем другой город по настроению, по духу. Здесь много всяких и театров, и выставок, и музеев, культурных мероприятий. То есть здесь прям вообще скучно точно не будет. В Чили и в Аргентине говорят на испанском языке, но испанский здесь разный. Но, например, в Чили для меня было вообще непонятен этот испанский язык. Они говорят вот как будто бы одна линия. То есть там ни ударений, ни пауз, ничего нет. И еще они режут слова, то есть вообще непонятно, где начинается одно слово и где оно заканчивается. В Аргентине говорят попонятнее.
то здесь хотя бы можно различать слова, и с точки зрения изучения языка, который, я думаю, что если приезжаешь на какой-то более длительный срок, учить нужно, то в Аргентине в этом плане попроще. Сейчас мы с Азизом поели в закусочной на $4,5 вдвоем. У Азиза было комбо полноценное, там сэндвич, картошка и напиток. У меня кофе с десертом, ну вообще такие цены, $4,5 и вдвоем поелись. Вот что нужно знать о ценах Аргентины. Еще в Аргентине некоторые кофе делают прям сразу с сахаром, то есть в пачке вот этот черный порошок, он прям сразу идет сладкий, и из него готовят кофе. Например, те, кто не любит кофе с сахаром, не очень. Но это сейчас в этой кофейне было именно так. Есть, конечно, и обычный кофе, не сладкий. Это вот сейчас на улице болельщики что-то барабанят. Не знаю, может, футбол сегодня или еще что-то. Хотелось бы отдельно упомянуть безопасность. По статистике, Сантьяго безопаснее, чем Буэнос-Айрес, но по факту мы жили там в центре города, и безопасно мы там себя совсем не чувствовали. Возможно, это из-за моих предубеждений. Там везде рынок, где есть люди, там что-то продают. И у меня рынок ассоциируется с карманниками и прочими мошенниками. Не знаю, мне там было некомфортно. И также, судя по тому, как продают товары в магазинах, даже шоколад клеют магнитную ленту на плитку шоколада, либо вообще мы видели в одном магазине боксы пластиковые упаковывают отдельно, что тебе только на кассе распакуют этот шоколад. Я думаю, что воруют там действительно много, неспроста это так. А в магазинах одежды мы видели, что одежду вообще привязывают или вешают так много магнитов, что продавцы даже часто забывают снять все магниты, и ты на выходе пищишь и тоже чувствуешь себя мошенником, как будто ты украл эту вещь. Приходится возвращаться, там дальше опять снимать. Такие дела. Но опять же, мы жили в плохом районе, мы жили в центре, в который делится, там есть часть хорошая, считается, район, и мы вот попали в плохой район. Мне кажется, когда ты там не находишься, не знаешь города, бронируешь просто жилье и не поймешь, пока не приедешь туда, что ты забронировал в плохом месте. И у нас там на углу была проституточная, круглосуточная, там прям работали девушки с утра до вечера, и рядом с ними тоже всякий сброд там тусовался, поэтому, возможно, нам так не повезло. Но и также богатые районы Сантьяго, там жилье огораживают дома заборами обязательно, колючая проволока и либо электрическое напряжение пускают по забору. То есть не думаю, что могу назвать Сантьяго безопасным городом, по ощущениям точно нет. Буэнос-Айрес более криминальный город по статистике, но по ощущениям здесь мне лично комфортнее. Возможно, потому что здесь больше порядка на улицах, меньше граффити и, не знаю, просто по моим ощущениям здесь комфортно. Меньше заборов, меньше колючей проволоки. Возможно, это создает такое впечатление, что здесь намного спокойнее и безопаснее. Ну и вообще, на самом деле, с нами нигде не приключалось пока еще такого, чтобы у нас что-то ограбили, что-то кто-то на нас плохо посмотрел и так далее. То есть, в принципе, не могу сказать, что в Сантьяго безопаснее. Если обобщить, то в Аргентине понравилось больше, потому что здесь дешевле, здесь красивее, интереснее и также здесь спокойнее. Безопаснее будет не совсем верное слово, но по ощущениям здесь чувствуете себя более спокойно, мне кажется, чем в Сантьяго. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. До встречи в следующем выпуске.